Эту произвольную нужно просто накатать. Тарасова о проблемных квадах, хороших вращениях и не женском акселе Трусовой. В олимпийский сезон Александра Трусова не станет упрощать программу и не откажется от 5 четверных прыжков. Такое мнение высказала заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она отметила, что у фигуристки запоминающаяся программа, которую спортсменке удобно катать. Специалист также подчеркнула, что Трусова прибавила во вращениях и правильно расставила акценты в обеих своих постановках. После того, как Трусова выиграла свой первый турнир в США, не слишком удачно откатав обе свои программы, вы сказали: «Саша катается очень хорошо и прекрасно прыгает. Но мне не может понравиться прокат, в ходе которого фигуристка упала. В связи с этим вопрос. Разве может спортсмен, цель которого – Олимпийские игры, быть в форме на протяжении почти 6 месяцев? И как решали эти вопросы вы сами, когда работали с Алексеем Ягудиным? Вряд ли я вправе сейчас давать кому-то советы на основании собственного опыта. Каждый тренер ведет ученика по-своему. Можно наметить 2 пиковые точки в сезоне, между которыми можно слегка опустить форму, меняя нагрузку каждую неделю. Нужно ли менять по ходу этого процесса контент программы? Совершенно не обязательно. Я бы сказала, что по мере набирания формы добавляются скорость, выразительность катания, исполнение даже не каждого элемента, а всех его составляющих, каждой дуги, каждого вращения, выездов, заходов на элементы, оточенность каждого жеста, попадание в музыкальные акценты и так далее. У Лёши Ягудина было 2 четверных прыжка, что по тем временам считалось невероятно сложным. Соответственно, уже в процессе постановки программ было понятно, как расставлять остальные элементы, с тем, чтобы они не мешали спортсмену эти квады прыгать. У Трусовой 5 четверных прыжков, и это, конечно же, совсем другая история. На открытых прокатах в Челябинске мне показалось, что Саше ее программа достаточно удобна. Очень важно добиться того, чтобы человеку было удобно кататься. Просто сейчас мы с вами начали разговор с выступления Трусовой в Америке, а его, на мой взгляд, вообще не стоит как-то оценивать. Думаете, негативную роль могла сыграть акклиматизация? Вполне возможно. Я, в отличие от других тренеров, не считаю, что этого явления не существует. Акклиматизация, как и все связанные с ней проблемы в состоянии спортсмена, всегда была, есть и будет. В один день тренировка может пройти удачно, а может вообще никак, поэтому сама я никогда не любила приезжать на соревнования, когда не было возможности предварительно акклиматизироваться. Пока жила с учениками в Америке, старалась сделать так, чтобы и в серии Гран-при они выступали на американском этапе, а если выступать приходилось в Европе, мы старались найти возможность заблаговременно вернуться в Москву. Но не за 2-3 дня до выступления. Насколько вообще, с вашей точки зрения, критично, что Трусова ошибается в прыжках в начале сезона? Давайте все-таки начнем с того, что она уникальная девочка, выдающаяся. Такой фигуристки в мире нет и никогда не было. И не факт, что на нашем веку появится. Это не оспаривается. Но все ведь хотят, чтобы она еще и не ошибалась. Так не бывает. В фигурном катании падают даже те, кто вообще не делает сложных прыжков. Возьмите ведущих мужчин-одиночников. Не каждый из них прыгнет в произвольные 3 четверных, а мы говорим о 5. Конечно, надо понимать, что Саша идет в олимпийский сезон по абсолютному максимуму. Мне кажется, как я уже сказала, что прыжки в ее программе расположены очень удачно, а это главное. Значит, эту произвольную нужно просто накатать. Причем так, чтобы остальные соперницы, выходя на один лед с Сашей, понимали, что могут бороться только за 2-е место. Когда у вас катались Илья Кулик и Алексей Ягудин, в какой момент сезона становилось принципиальным, чтобы они не ошибались в четверных прыжках? Если ставишь задачу выиграть главный старт, нужно стремиться к тому, чтобы хорошо кататься весь сезон. Нужно, чтобы тебя высоко оценивали уже в короткой программе. Причем во времена Кулика и Ягудина, как вы помните, понятие «высоко» означало 1/10 балла. 5,8 ты получил за прокат или 5,9.
Вроде бы разница невелика, хотя на самом деле огромна. Получается, что для Трусовой сейчас важнее не 5 чисто исполненных четверных в произвольной, а идеальная короткая программа с тройным акселем. С моей стороны было бы неправильно давать какие-то советы и рекомендации, поскольку девочка, как и весь ее тренерский штаб, идет тем путем, которым никто из нас еще не ходил. На тренировках Саша делает свои прыжки так легко, что силишься понять, как это вообще возможно. При этом в короткой программе она не первый сезон проигрывает своим соперницам. Это как раз легко объяснить. Трусова делает программу с тройным акселем и пока срывает этот прыжок на соревнованиях. Как только получится стабилизировать аксель, все встанет на свои места. Насколько сложен, по вашему опыту, этот последний шажок, от неуверенного прыжка к стабильному? Я не вижу у Трусовой неуверенности. На разминках она прыгает аксель идеально. Совершенно не по-женски. Просто нужно понимать, что такое сложный прыжок. Зашел на него чуть иначе по сравнению с тренировкой, а по времени это четверть секунды, и уже исполнение получается иным. Выходит, ключ к успеху не в самом прыжке, а в заходе на него. Именно. В том, до какой степени автоматизма эти заходы отработаны. И нервы здесь совершенно ни при чем. Когда начинает звучать музыка, фигурист высокого класса уже, как правило, не нервничает. Но вообще хочу сказать, что я не смотрю на выступления фигуристов так, как смотрите вы, журналисты. В смысле? В том смысле, что воспринимаю прокат целиком, а не стремлюсь разобрать программу на составляющие. Это невозможно и неправильно. Этим должен заниматься личный тренер. Разбирать прыжки, другие элементы, заходы на эти элементы. Удобные, как и неудобные, моменты есть в программе каждого спортсмена. Профессиональный глаз их, разумеется, ловит, но это не повод давать кому-то рекомендации. Олимпийские программы Трусовой вам понравились? Да, причем обе. Мне нравится выбор музыки, нравится, как расставлены акценты на том, что спортсменка делает лучше всех в мире. Саша стала лучше вращаться, и это видно невооруженным глазом. Она катается не просто хорошо, а очень хорошо. Но главное, обе ее программы я запомнила. Чего не могу сказать о многих других постановках. Как-то не остались они у меня в голове, что очень странно. Хотите сказать, что олимпийские программы должны быть более цепляющими? Мне кажется, да. С другой стороны, восприятие тоже ведь меняется по ходу сезона. Появляется оточенность в элементах, соответственно появляются аплодисменты, что всегда украшает прокат, меняет общую картину. У тех же пар все программы ставятся прежде всего так, чтобы подчеркнуть элементы. Будут элементы, зрители начнут соответственно реагировать. А когда программа от начала и до конца идет на аплодисментах, уже не так важно, под какую музыку катаются фигуристы.